Всем привет! Меня зовут Лариса Матейсон, я гид в Непале и Индии. Уже 8 лет я живу в Непале и рассказываю про эту удивительную страну. В этой серии видеосюжетов я расскажу вам об архитектуре Непала. Постройки Непала отличаются большим изяществом и грациозностью. Один из них – дворец 55 окон, что расположился в самом центре Бхактапура. Его наличники и ставни украшены мелкой резьбой, как и весь верхний деревянный этаж, почерневший от времени. Во дворец ведут золотые ворота, а за воротами уютный внутренний дворик с деревянной галереей, храмом богини Талиджу и королевской купальней. Среди непальских храмов самым крупным считается Ньят-Пол. Здесь же, в Бхактапуре, построенный в начале XVIII века. Массивная постройка возвышается на ступенчатом постаменте и 5 ярусами поднимается к небесам. К святилищу ведет лестница из камня, по бокам которой выстроены скульптуры героев древних легенд, слонов и мифических зверей. На лестнице они расположены снизу вверх по возрастанию силы и мощи существа. Так, на нижней ступени человеческие богатыри, а на самой верхней – мифическое существо Гаруда. Храм Шивы на Королевской площади бывшей столицы украшен статуэтками, изображающими сцены из Камасутры. Европейцы могли бы счесть их непристойными, но для верующих непальцев это в порядке вещей, ведь храм построен в честь культа тантрического божества. Хотя историки говорят, что традиция помещать сцены соития на главных храмах центральных площадей идет от времен, когда буддизм только начал распространяться в Индии. Буддизм – это прежде всего монашеский путь, и люди начали тогда поголовно уходить в монахи. Чтобы как-то остановить это бедствие для королевства, короли приказали высечь на видном месте сексуальные мотивы, чтобы люди не забывали о главном. Другая версия говорит о том, что эротические сюжеты появились на храмах во времена монгольских завоеваний. В раннее средневековье часто бывало так, что завоеватели водружали на алтари своих богов. Индуисты грамотно вычислили, что будет мусульманам навсегда отвратительно. Например, они разводили свинарники у входа в дом, делали татуировки своим женщинам и помещали сюжеты Камасутры у входа в храм. В Катманду, в старой части города, высится дворец правителей старины Хануман-Дока. Рядом с дворцом, в окружении часовен и храмов, выстроено некогда самое крупное деревянное здание во всей долине – Кастамандап. Это огромная открытая галерея со множеством колонн, приют для паломников. Во время землетрясения 2015 года Кастамандап был полностью разрушен, и только недавно его восстановили. В конце XVIII века грандиозная стройка, прокатившаяся по стране, замерла. Строительство велось только в Катманду, ставшей столицей Объединенного Королевства Непал. Со временем влияние Запада на гималайскую страну возросло, и новые правительственные резиденции в столице строились в стиле западноевропейского классицизма. Представители династии премьер-министров Рана были большими поклонниками европейского неоклассицизма. Все их семейные особняки по городу, да и сам дворец Хануман-Дока 1905 года построены в этом стиле.